Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас билд на японцев. Билд классный, быстрый и прекрасный. Заключается он в том, что мы берем 6 крестов и сразу же идем строить домик на ягоды. А также роляем туда же. И нашим скаутам идем искать вкусных и пушистых овечек. После того, как поставили дом, грейдим товару, который отдает нам 25% к фарму с ягод. Это очень уверенный бонус. После того, как у нас 7 человек оказалось на ягодах, идем за голдой. На голду нам нужно сейчас наролять 3 человек. То есть после того, как нароляем 3 на голду, ролл будем ставить обратно на ягоды. Билд заключается в быстром переходе в 3-ю эпоху. То есть сейчас мы будем усиленно фармить именно с ягод. Все, у нас 3 на голде. Дальше роляем ягодки. И наша разведка тем временем собираем овец. Правда, их на этой карте почему-то раз-два я общался. Жадная карта на овец. Ну да ладно, ничего страшного. Мы же все равно зависим от ягод. Вот я овечка вкусная, сладкая. Все, на этом этапе игры мы просто собираем овец. У нас ролл идет на ягоды. Здесь ничего не делаем, пока у нас не будет здесь цифра 200. Мы подогнали побольше овечек. Ну да ладно. Тогда мы сделаем вот так. Все, наша голда приближается к 200. И после того, как у нас появляется необходимое количество голды, то есть 200 и золота 400, это вот примерно сейчас, мы берем 4 крестов и отправляем на строительство хранилища Куры. Хранилище Куры располагаем так, чтобы зона влияния АТЦшки охватывала его, чтобы оно впоследствии бафало наши поля, которые будут создаваться вокруг этого хранилища. И также нам хранилище будет служить лесопилкой. То есть надо будет тратить драгоценное дерево на создание лесопилочки, потому что у нас хранилище Куры является местом доставки всех ресурсов. И после того, как начали строить хранилище Кура, отправляем 3 крестов на лес. Можно даже чуть-чуть ускориться. Сейчас нам нужно кинуть 3 в лес, а потом 2 в голду. Так, а наши молодые строители пойдут после создания надмарки сразу же обратно на еду. Когда видим то, что подходит дело к перенаселению, идем сразу же фармить ягодки. Строим следующий дом на ягодках. Все, после того, как у нас
Вышло 5 в лес. Мы переводим 2 на голду. 2 оставляем. 3 оставляем в лесу. Пришел дорогой друг копейщик полакомиться нашими вкусными крестами. Но нам вообще не до этого. В принципе, что нам от него бегать, правильно? Он же у нас просто так сам закончится. Так, и сразу же, как у нас появилась возможность, во второй эпохе грейдим Такидзайку, которая тоже бафает наш сбор ягод. Все, вышечка на 5 свободных мест на голде готова. Следовательно, у нас голду сейчас будут фармить только 5 крестов. 5 этого более чем достаточно. А все остальные идут опять же на ягодки. И следим, что делает оппонент. Важное правило: ничего не качаем, ничего не строим, ничего не грейдим во второй эпохе, просто потому что мы хотим очень быстро улететь в тройку. Ну, единственное, что мы только делаем, домики, как же без них. Где будут жить наши друзья японцы, если не в домиках? Все, и наших лесорубов можем отправить поближе к хранилищу Кура. Пусть фармят лес и складывают всю древесину туда. И все, на этом этапе нам нужно получить 600 голды и 1200 еды для перехода. То есть 600 голды мы почти накопили. Посмотрим, как с едой. Ну, с едой у нас тоже все хорошо. Вот и отлично. И сейчас будет такая картина. Берем примерно 10 крестов. Скидываем еду. И идем ими строить плавучие ворота. А вот и они. Строим примерно так, чтобы желательно было рядом с ТЦ, чтобы в случае чего можно было строить под прикрытием нашей ТЦшки. И в то же время не в упор, чтобы вокруг ТЦ, а потом в будущем сделать поля, которые будут бафнуты нашим грейдом. То есть после того, как отправили примерно 10 человек на строительство плавучих ворот, грейдим ТЦшку, у нас как раз к этому моменту появится необходимое количество камня. Вот. И ролл можем переставить на голду. И одновременно с этим начинаем строить конюшню. После того, как плавучие будут готовы, половину отправляем на башни, а другую половинку мы кидаем на голду. Голда нам сейчас очень-очень сильно понадобится. И, скорее всего, сейчас прибегут молодые, амбициозные ребята на лошадках. И нам придется им противостоять. Все, и первым делом, как мы поставили конюшню, делаем всадников. Здесь самое главное всадника со знаменем, который будет бафать наших других всадников на 15% урона.
А также вот эту штуку Юрисира мы помещаем в конюшню. Она бустанет производство наших всадников. И сразу же после этого идем за реликами. Следующий, кто выйдет из плавучих ворот, то есть наш жрец синтаистский, он пойдет и положит Юрисира в ТЦшку. Вследствие чего ТЦшка тоже бафнется. Вот, и к тому моменту, когда у нас голдай, да, примерно 15-15, ну как у нас сейчас, можем чуть-чуть рыльнуть на лес, чтобы построить такие ништяки, как стрельбище. Видим, что молодой человек запасся копейщиками, поэтому нам потребуется стрельбище. И тем временем так, жреца второго лучше сразу же отправим на стрельбище, чтобы он оттуда добывал. Этот отряд заведем в тыл, и другой отряд начнем создавать. Все, принесли релик, побежали за следующим. Забираем следующий. И здесь делаем то же самое. Так. Не забываем строить домики. У нас пошел продакшн. И грейдим кузницу. И берем продакшн лучников. Вот тут у нас, кажется, освободилась реликвия. Обязательно займемся этим. Наш продакшн настроим на этот фланг. Опа, 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 а тут реликвия занята. Ну, ничего страшного. У нас здесь есть тоже молодые амбициозные люди. Пытаемся не терять, конечно, жрецов поначалу, они очень ценные, очень мало. Их так просто не создашь, но если уж мы потеряли, то, в принципе, это... Думаю, сильно расстраиваться не стоит, просто надо будет... законтрить этот релик. То есть наш релик уже куда-то убегает. Осталось понять, куда. Наверное, он его спрятал. Опа. Вот этот релик у нас ждет нас. Ждет нас, никуда не уходит. Прикрываем кавалерию лучниками. Не забываем также добавлять продакшн постепенно. Забираем реликвию и уходим. Вот и еще одна реликвия. Этот Юрисира тогда ставим сюда. Все, реликвии тут нету, мы потеряли. Ну, на самом-то деле, собирать реликвии против Делийского султана это крайне тяжело, потому что у них ученые есть на старте. Они могут быстрее законтрить все эти релики.
Но если нам удастся, несмотря на это, все равно перехватить какую-то часть, это будет просто прекрасно. Вот у нас освободился один жрец, и его мы отправляем вот сюда и сразу же строим храм, иначе где нам эти реликвии вообще будет складывать, правильно? Вот. Тут молодой амбициозный воин только что попытался своровать у нас релик. Это допускать совсем не хотим. Тут закончились олени. Так. И пока есть такая возможность, пока мы контролируем карту, желательно забирать всех оленей. То есть в первую очередь ягоды, а во вторую очередь уже олени. Реликвиями, которыми мы смогли разжиться. Так. Этих молодых людей придется убрать. Самураи у нас будут сражаться с другими всадниками. Ого, почему задумал? Ага. В то время как лучники будут сражаться со всеми, в принципе, кроме всадников. Все, добавляем по чуть-чуть конных самураев, по чуть-чуть лучников и дальше кайфуем. Не забываем раскидывать Ирюсиро по тем местам, в котором им, в принципе, место. То есть сейчас следующий Ирюсиро полетит у нас в казармы. Делаем грейды для войны, делаем еще продакшены, делаем трудолюбивых наших крестьян. Не идем на святилище, не стоит. Делийскому султанату отдавать святилище, потому что со святилища идет очень большой прирост голды. Там настолько много, что я не помню сколько, но не стоит. Не стоит ему именно показывать. Все, и инициативу по святилищам перехватываем сами. Для этого у нас все есть. Вот они все жрецы. Молодой человек решил зайти с тыла. Пойдем, ответим ему. И делаем воинов со знаменем именно того типа, которого у нас больше всего в отрядах. То есть в нашем случае конный самурай, Юми Асигару, лучники и всадники. Быстренько забираем святыню. Прокачиваем недопрокачанные голды. Видим, что у нас по идее перефарм. И отправляем ребят в половинку. Все, наша задача сейчас найти армию. За то, что мы смогли уверенно уйти в Т3. Только после этого начали создавать армию. То есть она у нас в принципе сильнее.
Поэтому сейчас главное не потерять момент, не потерять время, ударить вовремя первыми. До того момента, пока противник не застроился там всякими приколами, заборами, замками, не насоздавал слонов и прочее вот такой вот нехорошей нечисти. Начинаем делать пехоту. Всадники — это хорошо на старте, которые будут быстро передвигаться и решать проблемы, захватывать релики. Вот. Но в дальнейшем пехота нам окажет не менее полезную услугу. Потому что сейчас мы столкнемся с такой фигней, как флангование, возможно. Вон, ребята уже промят вовсю. Поехали. Ага, да, вот. Вот чего я не хотел, чтобы этот молодой человек пошел. Я хотел именно сразиться с ним. Мы опять разомнулись. Но походу разминка-то в нашу пользу. Разминка так оказалась в нашу пользу. Мы подошли к его экономике и наделали немножко кайфов. Но замок ему, наверное, не очень нужен. Правильно. А вот и войско. Ну, не стоит сливать. Он поступил так же. Он поступил так же и каким-то образом зашел сюда к нам. Зачем? Непонятно. Но тем не менее. Так, делаем вот так. И, пожалуй, вот так. Сейчас наша задача вот этих недругов убрать. И скорее на разведку вот этот бравый отряд нам надо найти и, ну, пожалуй, наверное, убрать отсюда. А, вот и он. Так, ребята у нас что-то заотдыхались. Делаем пашни. Видим, что у нас мало дерева, отправляем на дерево. Видим, что у нас много золота, следовательно, делаем те грейды, которые мы еще не сделали. Можем закупить еды. Отлично, отлично. Видим, что у нас тут намечается удар. Что делать в таком случае? Да, в принципе-то можно купить немножко камушка, взять немножечко ребят и построить небольшой замок. Правильно, правильно. Только этого нельзя сделать в нашей-то эпохе. Ну, раз видим, что у нас тут экономика не защищена.
То есть мы уже у этого бандита, а этому бандиту только предстоит напасть на нас, перетянуть войско, снести стену и т.д. и т.п. Вот. В первую очередь разбираемся с осадочкой. И не забываем добавлять продакшн. Продакшн — это наше все. Все, у него экономика остановилась. Мы перегруппируемся. Вот и он добрался и до нашей экономики. Ну вот он негодяй. Ну, походу, сейчас пойдет именно игра на то, кто быстрее уничтожит лендмарки. Ну, мы-то уже начали разбирать его лендмарки, а ему только предстоит этим заняться. Минус одна лендмарочка. А, не стоит добавить, что у нас еще укрепленный городской совет за счет вот этих вот классных гридов. То есть получилось что? Получилось то, что он хотел повоевать с нами во второй эпохе, начал захватывать святыни, что-то там делать, но нам это только на руку. Если нас вначале не трогают, там мы делаем вот так. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, играйте, побеждайте, кайфуйте.